Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Делаю сегодня такую декоративочку. Покажи вот, да, такой акцент, темно-синий цвет. Вам понадобится немного инструментов и в принципе немного краски. Из инструментов у меня вот маленький шпателек, вот такой пятерочка, и венецианская кельма. Все, из инструмента все. Нужен будет хороший скотч, чтобы отклеиваться. Я вот таким шторчем пользуюсь. Я в принципе пользуюсь не только перед декоративками, а и перед покраской. Короче, это очень хороший скотч, не оставляет ни потеков, не отрывает краску, не отрывает шпаклевку. В общем, возьмите себе на заметочку, если у вас в городе продается, пользуйтесь, хороший клей. Где-то в других местах, таких, скажем, не сильно важных, Color Expert у меня вот такой красненький есть, желтый такой же есть. Ну, в общем, если где-то очень ответственная работа, пользуйтесь вот таким скотчем. По крайней мере, у нас в магазинах он есть, вот я покупаю. Кто может знает, поставьте палец вверх. Материал я уже как-то вам видео показывал. Novotech Silk Natural. В английском я не силен, но это, в общем, декоративка с эффектом натурального шелка. Ну, в общем, как краска, скажем так. Цвет подберете какой надо, там великое множество этих колеров всяких. В общем, с этим не проблема. Ну и перед нанесением, вот что немаловажно, нужно использовать колерованный грунт. Вот это вот грунтовка. Вот эта грунтовка в 2 слоя. Я прошел 2 слоя, потому что это темный цвет, поэтому, чтобы очень хорошо затонировать, в один цвет не очень получилось. Поэтому грунтом я прошелся на 2 слоя. Вот так аккуратненько он четко, ровно лег. И уже потом наносил декоративку. Но в этом случае вот эту декоративку я наношу в 1 слой. И она прекрасно все закрывает. И хороший эффект получается. Достаточно, то есть 1 слоя. Вот у меня на всю эту площадь ушло, но здесь немного квадратов, я, честно говоря, не считал, но 1,5 баночки уйдет. Вот я банку уже выработал, еще полбаночки осталось, вот и решил вам показать, может кому-то будет интересно. То есть используйте обязательно грунт, это очень важный момент. Где более светлые тона, вот есть у меня видео на канале, там светло-зеленый цвет, там я грунтовал в 1 слой и все тоже хорошо перекрыло, но там я уже наносил декоративку в 2 слоя, тоже как бы разница такая. Но в зависимости от цвета, в зависимости от того результата, который вы хотите получить, пробуйте где-то на шаблончике, подбирайте, смотрите, как вам больше понравится. По нанесению здесь тоже особо проблем никаких нет. Жаль, что больших стен нет, чтобы вам можно было показать. Ну, постараюсь, вот тут такой кусочек есть, пятачок. Сейчас на нем покажу основной принцип нанесения. Так, по поводу стыков вот в таких местах, во внутренних углах, можно, допустим, какие-то стены первыми сделать. Сохнет он очень быстро, буквально 2 часа и все высохло. Потом можно отклеиться малярным скотчем и дальше продолжать нанесение, ну, чтобы не испачкать вот эту стену. Но я работаю аккуратно, поэтому я особо не попадаю на те стенки, поэтому отклеиваться не буду. Здесь самое сложное — это вот отвестись от этого угла, а остальное все уже намного проще пойдет. Видео может будет длинным, получится, конечно. Я просто не хочу мотать, потому что сколько смотрю подобных видео, да, по нанесению декоративки, что-то как-то на перемотку ставят ребята, и толком непонятно скорость, непонятно, много чего непонятно. У меня много вопросов было в свое время, поэтому я решил показать на самом деле, вот без перемоток, как оно получается и с какой скоростью наносится. Чтобы вы понимали, что это не 5 минут, работа достаточно кропотливая. Все это поуводить, все это нанести. Соответственно, и стоимость поэтому таких работ очень высокая, потому что большая ответственность. Можно сделать красиво, а можно испортить стену. И в итоге вы попадете и на материал, и на переделку по времени. Короче, до хрена всяких нюансов. Но с данным нанесением, я думаю, что проблем у вас никаких не возникнет. Здесь принцип, как и в любой шпаклевке, скажем так. Сначала наносим материал. Время на его корректировку есть. Материал не быстро сохнет. На больших объемах, там, не знаю, ну, несколько квадратов можно, там, 2, 3, 4 нанести, а потом уже формировать рисунок. Здесь, конечно, из-за того, что у меня вот эти вот примыкания все, меня они немножко задерживают, поэтому дольше получается нанесение. Просто как шпателем берем и переносим материал.
По декоративке, ребята, кто никогда не делал, вот вам совет дам. Просто, ну, не бойтесь. Здесь на самом деле такого прям сверхъестественного ничего нет. Ну, конечно, какой-то там вкус должен быть художественный, скажем так, чтобы хоть как-то у вас более-менее красиво получалось. Но сам материал придуман так, вот именно само покрытие, оно придумано специально таким образом, чтобы оно в принципе априори красиво получалось. Да, от рук мастера, конечно, много чего зависит. Я когда первый раз связался, допустим, с декоративными штукатурками, и в первый раз я вообще делал сразу венецианскую штукатурку. Что-то там мазал. Мне все это как-то вообще не понравилось. Но на выходе, на выхлопе получился очень хороший результат. И люди потом, когда пришли смотреть, все всем понравилось. Поэтому спокойно берите. Ну, сначала попробуйте где-то и уже наносите. Вот я нанес, допустим, какой-то участок. Все, теперь уже ставлю, скажем так, прилипаю нашу кельму к плоскости и хотя бы немножко сформирую рисунок вот такими волнообразными движениями. Восьмерка еще эти движения называются. Вот смотрите, материал еще очень липнет сильно, но все равно нужно сразу чуть его сформировать, чтобы в каких-то местах он не успел просто подсохнуть. И уже прорисовывается какой-то рисунок. То есть наша задача, вот пока оно не высохло, очень быстро немножко его расформировать. Вот где слой тонкий, там он намного быстрее схватывается. Но это не страшно, можно где-то снести, подложить сюда. Вот таким вот движением. Не знаю, я особо комментировать здесь нечего. Я думаю, что вы просто посмотрите. И я думаю, многим будет понятно. На данном этапе, где мало материала, как вам кажется, можно еще его подбавить. Можно делать совсем гладкую поверхность, то есть много раз таким образом пройти, все прогладить. Тогда вот таких мелких полосок здесь не будет. Будет более-менее гладко. Но мне так не очень нравится. Мне наоборот нравится, чтобы такой вот писяшки такие были, знаете, как мороз. Все, сейчас уже идет формирование рисунка. Не упускайте этот момент. И, кстати, по пристыковкам, вот где-то у меня тут остались участки, тоже проблем пристыковаться тоже никаких нет. Все хорошо стыкуется. Слой на слой можно наложить, то есть натянуть этот материал, пристыковать его можно. И ничего видно не будет. Я вон оставлял такие места, вот здесь такое место есть. Я потом спокойно пристыкуюсь и тоже место стыка видно не будет. Всегда под рукой мокрая тряпка. Так проще, шпателем начисто не вытирается. Тряпочкой все надо протереть перед тем, как уже финишно будете формировать. Господи. Протираем, поверхность чистая и уже начисто вот такой восьмерочкой мы проходим. Где-то терка залипает, значит материал там еще не подсох. Можно потом еще вернуться в это место и дотереть, доделать. Вот с этими, конечно, примыканиями самое сложное, самое долго все вот эти углы. А у меня, к сожалению, здесь одни углы. Конечно, если у вас большая стена, там хоть более-менее, то там можно еще куда-то разогнаться. А здесь на этих углах я очень сильно зависаю. Так низко можно тоже мне было бы не опускать. У меня здесь плинтус все равно все перекроет. Все, и где у вас место стыка, вот здесь долго не ждите. Здесь сразу вот так вот перетрите материал вместе стыка. И все, уже будет гораздо лучше. Все, ну и здесь поверхность, которую нанесли, просто хотя бы слегка натереть какую-то фактурку. То есть материалом ложится где-то толстым слоем, где-то тонким, что в итоге нам потом создаст, когда мы будем заглаживать уже, вот такой эффект нам создаст. Как вы видите, вот выше, например.
Все, здесь мокрое, можно дальше наносить. Эта часть уже хорошо подсохла, поэтому не забывайте возвращаться и еще раз протирать, уже смотреть, может, чтобы нигде никаких косячков не оставалось. Ну или где не нравится вам какой-то участок, его еще можно подработать, пока не совсем высохло. Ну прошло тут, я не знаю, буквально 5 минут. Из-за того, что слой у меня небольшой здесь, вот эта часть уже полностью высохла. Все, вот рисунок здесь уже сформированный. Здесь вот чуть-чуть, здесь она еще вот живая, я попозже наносил. Все это последовательно проходим и формируем. Вот, а здесь совсем еще мокрое. Сейчас я чуть-чуть подожду, пока здесь подсохнет. И здесь уже доформирую. Кстати, чем меньше вот эти движения будут по амплитуде по своей, тем, соответственно, мельче будет казаться такой рисунок. Как, не знаю, как шелк, как бархат будет смотреться. Можно более размашистые движения делать. Тоже красиво получается. Но здесь уже сами смотрите, как вам больше нравится. Попробуйте. Так. Если клиенту будете делать, тоже все равно где-то на отдельном участке стены там попробуйте. Ну, не стены, я обычно беру там гипсокартон, фанеру любую. Там пробуйте, показывайте. Как понравится, так и будете делать. Здесь как бы вариантов много. Я вообще сегодня хотел такой вариант попробовать. Пробовал я после того, как нанес вот этот слой. Все это затамповать и сгладить. Ну, типа сделать карту мира. Вот такая получилась. Ну, мне не очень понравилось, так что с губкой, конечно, этот вариант мы отложили на другую работу какую-нибудь. Так, ну, в принципе, все. Рисунок меня устраивает. Смотрите, вот тоже после того, как нанесли, отойдите под разными углами, под разным светом посмотрите. Все. Этого достаточно. Очень качественная шпаклевка в 3 слоя. И будет вам счастье. Так как я сам готовлю под себя стены и штукатурю, шпаклюю, у меня потом проблем в конце нет. Если вы будете делать после кого-то, очень внимательно смотрите все стены, потому что мельчайшие царапинки, все это будет видно. Как всегда, за работу ставим палец вверх. Всем пока, скоро увидимся.